хорошая новость. Венера отстает от нас, прекращает быть ретроградной прямо в понедельник, 4 числа. А это значит, что любовь возвращается, любовь становится ближе к нам, она становится доступнее, понятнее. И когда заканчивается период ретро-Венеры, можно возвращаться к планам любым, связанным с деньгами, красотой, здоровьем, ну, естественно, к романтическим каким-то своим затеям. Поэтому это примета недели. То есть вот основная примета недели предстоящей, это как раз вот Венера в прямом, разворот Венеры в прямом движении, директное. Луна активно убывает все это время. То есть мы пережили вот это вот страшное суперлуние. Кстати, напишите в комментариях, понравилось вам, что творилось под этой полной луной, голубой тем более, вот это лишнее второе в календарном августе. Для Овна, что карты обещают, какую жизнь? Все начинается почему-то с денег, и даже с больших денег. Овнам достаются в недельном гадании аж 3 карты масти Пентаклей. Король Пентаклей, Паж Пентаклей, Тройка Пентаклей. Овны обласканы финансовыми потоками. То есть у вас деньги новые появляются, приходят, деньги старые, уже привычные, достаточно большие, тоже остаются с вами. И, кроме того, вам удается как-то успешно поработать или успешно коммуницировать с другими людьми на тему той самой работы. Кстати, Паж Пентаклей вообще 2 карты фигурные, поэтому ожидайте весьма полезные знакомства в это время. Если мы переведем стрелки на любовь, то Король Пентаклей – это портрет мужчины, мужа, или мужчины, который для вас подходит в этом качестве. Портрет мужчины, который может жениться, из-за которого, например, можно выйти замуж. То есть вполне, а здесь есть новое, чуть не сказала романтическое, но оно скорее практическое знакомство с серьезными намерениями, с далеко идущими планами. В целом земная неделя, хозяйственная, возможны крупные покупки и, собственно, рекомендованы тоже крупные покупки. Обращайте внимание, замечайте людей, которые так или иначе, пусть даже вскользь, касаются вашей финансовой жизни, которые касаются какой-то денежной сферы. Для вас все полезно, все впрок, будьте практичны, никакой борьбы, никаких страданий, никаких заблуждений. Да, я бы сказала, что и какого-то жизненно важного нового выбора тоже карты Овнам не предлагают. Все 3 карты очень плановые. То есть вот что вы записали уже в ежедневнике на этот период, тем и будете заниматься. Какие деньги вы наперед посчитали и уже заранее заочно потратили, те деньги вы, в общем-то, и получите. Ну что ж, прекрасное начало. И, кстати, я, может быть, забываю вам напомнить о том, что гадаем мы, в основном вы смотрите гадание по солнечному знаку, то есть вот здесь, если у вас солнце в Овне, да, но это все, там возможны варианты. Вполне возможно, что на данном этапе жизни, в вашем возрасте, например, это возрастной какой-то момент, когда у вас активно работает асцендент. И, возможно, для вас по знаку асцендента гадания будут даже более подходящими, более красноречивыми. Вот попробуйте, если вы, конечно, знаете этот знак асцендента своего. Кто-то смотрит гадание по Луне. Вы читаете в комментариях, да, для кого-то лунный знак ближе, важнее. Ну, далее. Телец. Тельцу достаются
Сомнения. Ох. Сомнения, да? Для Тельца неделя напряженная в каком-то эмоциональном плане. Она, с одной стороны, богатая, потому что здесь, дорогие Тельцы, вам императрица обещает в общем хорошие деньги, кому-то должность, кому-то исполнение вот любовного желания, то есть такая очень женская, может быть, реализация. Будете ощущать себя в полном порядке. Императрица, безусловно, это ваш портрет здесь, то есть самостоятельная, состоятельная, богатая, здоровая, красивая и так далее. Вот. Достаточно хорошая карта, в общем-то, для всего, смотря о чем вы спрашиваете, о чем ваши чаяния сейчас, потому что она и в любви раздает, и в деньгах раздает, и так далее. Но вот вокруг много сомнений. Видите ли, мы видим здесь такую женщину богатую и, в общем-то, щедрую и справедливую, которую сильно гложет сомнения. И это может быть любовная история. Это внимание, например, к вам со стороны какого-то нового человека. То, что дает вам, что называется, почувствовать себя женщиной вдруг, неожиданно. Вот. Но доверять этому человеку будет очень сложно, потому что у вас сомнения, а может быть потому, что есть еще кто-то, например. То есть, видите, семерка кубков, фантазии, в которые вы местами проваливаетесь, какой-то ложный выбор. Кстати, вот императрица вместе с дьяволом – это очень денежная пара. Крупные деньги, искушающие большие суммы. Это дословно, это так называется. А вы здесь переживаете, теряетесь. Например, на что потратить, что купить, куда вложить, как распределить, может быть, даже в масштабах вашей семьи между вашими родственниками. А карта дьявол, наверное, самая пугающая здесь. Она всего лишь, много у нее значений, но пусть для нас это будет только лишь совет ходить правильными путями, не поддаваться искушениям каким-то, не идти на сделку с совестью, о чем бы речь ни шла, про любовь, про деньги, про карьеру. И все очень правильно взвешивать, выбирать, оценивать с такой какой-то нравственной, морально-духовной, нравственной, да, позиции. Видите, такая неделя получается немного амплитудная. Ваши практические планы на покупки, например, или на заработки отработаются на все 100. Тут все получится. А вот эмоциональное ваше состояние весьма-весьма шаткое. Поэтому нужно держаться неподвижной середины своего собственного «я», которое у тельцов всегда железное такое, да? Близнецы. Так, близнецам выпадают у нас карты горячие, огненные с одной стороны. Отправляют вас карты в дорогу. Причем дорога такая очень заряженная вашим желанием. Поедете, пойдете, не знаю, полетите, поплывете куда-то, или просто отправитесь искать себя новую область деятельности, например, откроете. И это то, что вы очень давно хотите. То, на пути к чему близнецов нельзя остановить. Новое предложение, опять же, от нового человека, то есть новое знакомство какое-то деловое. Это может быть приглашение на работу, но тоже, знаете, не случайное, не спонтанное. Это на приглашение на работу, на должность, на которую вы давно метили, о которой вы давно мечтали, потому что у вас много жара душевного вот на это. Знаете, предложение, конечно, извне приходит, от третьих лиц, каких-то людей, вот. Но вы к нему абсолютно полностью готовы. Кстати, если речь о любви, то тоже возможно новое, вполне себе романтическое знакомство. И страсть быстро прибывает, и отношения серьезные, даже по отшельнику, знаете, такие кармические,
с неизбежным финалом в виде свадьбы и брака впереди. Поэтому не пропускайте ваши любовные, романтические шансы тоже. Карта сила хороша для денег, однако с отшельником она немножко вот как раз от финансовой темы нас уводит. Она говорит, что близнецы, ну, например, выберут потратить деньги на учебу или на какую-то дорогу, или вообще на какие-то непрактические вещи, даже, может быть, не на себя. Гадание для рака. Рак получает неожиданности, рак получает очень сильные переживания, и рак получает крупный, жизненно важный, огромный и очень тяжелый, я имею в виду в плане ответственности, жизненный выбор. Представьте, вам придется выбирать. Приходит новость, какое-то событие, про которое вы не знали, когда оно будет, сваливается как снег на голову. Вас, например, приглашают, не знаю, на работу, на свидание, в дорогу, в командировку, в отпуск и так далее. И само по себе известие это может быть очень-очень радостным. А в чем же проблема, спросите вы меня? А в том, что вам почему-то на вот это предложение крайне трудно решиться. Почему-то для вас это звучит прям буквально как кризис, как приглашение к новой жизни, безусловно, но надо же старую оставлять, неожиданно. Знаете, вот это действительно очень похоже на неожиданные приглашения, например, в дорогу. Дорога такая вот настоящая, а вы говорите, что вы не готовы, например, какая-то вот неожиданная командировка, что-то такое может быть. Точно так же это страшный суд, это могут быть просто слова людей, но не случайных людей, а, например, какие-то слова, какое-то сообщение от близкого человека вашего, того, кого мы вот называем так немножко партнером, да, вот. И эти слова очень болезненно, внезапно и тяжело сваливаются на вас. А дальше вам приходится выбирать, что вы отвечаете, да или нет, соглашаетесь вы на этот вызов судьбы. Да, правильно это так назвать, именно вызов судьбы. Но раки, по крайней мере, так считается в астрологической теории, всегда болезненно воспринимают сюрпризы, перемены, дороги. Всегда это как кризис, даже если вас приглашает судьба в красивую новую жизнь. Хотела сказать, будьте готовы к неожиданностям, но на самом деле смысл карты «Страшный суд» как раз в том и состоит, что к этому нельзя подготовиться. Это максимально неожиданное, застающее вас врасплох известие. Могу сказать только одно. Отстрадаете, попереживаете, может быть, побоитесь, но зато потом точно будет лучше. Приветствуйте перемены. И неделя важная, видите, с выбором. Тот как раз случай, когда вам Вселенная дает право, это редко бывает, кстати, мы по-другому думаем. Тот случай, когда Вселенная вам дает право что-то самим выбирать, вашу будущую жизнь, самим ответить, да или нет. Чаще все-таки обстоятельства выбирают все за нас, а тут это бремя ложится на вас. Так, для льву достаются деньги, ссоры, а как же без них, да, это же они всегда рядом ходят, и раздумье или необходимость ждать. Десятка пентаклей, крупная денежная карта, семейная карта. Плюсуем эти понятия, получаем что? Семейные деньги. То есть интересы льва
прикованы буквально к семейному бюджету, к распределению вот этих вот бюджетных потоков. Это может быть большая покупка, внезапно свалившееся наследство, открытие семейного бизнеса или хлопоты, связанные с домом, что-то вроде покупки, там, начало строительства дома и так далее. Десятка пентаклей, карта очень изобильная, она обращает внимание именно на какое-то благополучие финансовое, получение денег она обозначает, но настроение или настроения ваши и людей вокруг вызывают вопросы, потому что видите, что королева мечей здесь есть. Это женщина, от которой идет угроза, не побоюсь сказать, вашей семье. Это женщина, которая вмешивается. Может быть, ей вот эти ваши деньги, ваши ценности, сбережения, накопления, покоя не дают. А может быть, у нее именно личные, знаете, такие эмоциональные претензии. А королева мечей говорит о том, что львов ждет сложная, как покажется, прямо вот таки неразрешимая, напряженная ситуация. Однако без открытого конфликта. Причем эта ситуация, естественно, может у вас сложиться на работе, но это меньшее зло. Хуже, если вы вот эту злодейку, эту змею подпустите к вашим семейным делам. Будьте внимательны. Для львов, кстати, как и для всех огненных людей, это универсальный совет на все времена. Быть внимательными, потому что вы знаете, что огненные люди невнимательны, потому что они слишком горят, слишком увлечены, слишком торопятся всегда и упускают много-много деталей. Вот. И здесь карты говорят. То есть рассмотреть кого-то, надо к кому-то прислушаться. Ну и жрец. Отчасти, кстати, фигурная карта. В таком маленьком раскладе жрец может обозначать старшего родственника или старшего мужчину в семье. То есть человека, который пользуется авторитетом, который кого-то кому-то учит. И карта советует обратить внимание вот на этого мужчину, на его потребности или просто на его слова, на его советы. Потому что жрец – это, безусловно, персонаж такой, знаете, советующий, это человек знающий. Это еще и фигура учителя. То есть вполне возможно, что ваши радости вашей недели связаны как раз-таки с обучением, вообще вот с нахождением рядом с авторитетным каким-то лицом. Вообще жрец редко бывает покровителем, например, там, в делах, в работе, в профессии, в должности. Нет, это скорее такой духовный отец. Карта рекомендует, если так сильно запутаетесь в словах или в деньгах, обращаться за мнением авторитетного лица, благо это лицо где-то рядом есть. Но карты эти хорошие, они, правда, все очень разные. Очень разные. То есть настроение недели не цельное, как вот у некоторых ваших соседей есть. А она очень разная. Для Девы, далее достаем карты, для Девы деньги. А вы знаете, вы заметили уже, да? Все-таки вот разворот Венеры в директный путь обратно, наверное, разрешает очень много денежных проблем, потому что почти для всех начинается гадание именно с денежных карт, понимаете? То есть колода заверяет: у всех все будет хорошо. Правда, мы сейчас вытащим все денежные карты, а на вторую часть зодиака-то их не останется, да? Вот посмотрите, что получается. У Девы бесконечно счастливая неделя, бесконечная. Крупных карт нету, то есть какие-то прямо жизненные перемены, наверное, вас не застигнут в это время, но
Деньги, деньги, деньги. Просто 3 раза деньги. Легкие, местами случайные, которые быстро уходят и быстро тратятся. Хотя 4 пентаклей все-таки центральная карта, карта жадности. Удастся вам на следующей неделе что-то накопить, выгодно вложить деньги, инвестировать. В общем, эта карта денежные ценности как-то вот аккумулирует, превращает их в такую довольно-таки весомую сумму. И карты действительно очень практические. Вряд ли на следующей неделе Вселенная ждет от Девы каких-то высоких абстрактных размышлений, потому что у вас здесь есть добродетельный труд, очень хороший, вот что называется урожай, знаете. Вы получите деньги, которые заработали, например, прежде, это выплаты какие-то за работу, сделанную. За работу, сделанную уже, да. И, ну что, отправитесь праздновать. У вас счастливое такое завершение. Вообще, знаете, вот 3 карты и слышится выдох. То есть вы выдыхаете, потому что завершается к вашей выгоде какое-то денежное дело. Ваш проект на работе, может быть и спор какой-то денежный. И в ваших руках просто суммы. Ну, в общем, здесь даже настроений разных нет. Просто хорошо, просто радостно, просто повезло. Много раз скажете про себя, что вам повезло. Весам карты обещают весам что? Но в целом мечты, размышления какой-то, знаете, такой один из этапов, кусочек, отрезочек трудного пути. Путь этот идет к практическим вашим интересам, может быть даже просто к деньгам. И что связывает этот путь, ваши нынешние усилия, раздумья и результат, например, деньги, которые вы рассчитываете получить от кого-то, например, материальную помощь на работе, или, может быть, просто деньги в порядке, ну, знаете, поддержки малого бизнеса. Что связывает? Звезда мечты ваши. То есть эта карта, это неделя устремлений, это неделя, которая... Ну, фрагмент вашего, буквально карты говорят, это неделя, это фрагмент вашего пути к мечте. Но следите за тем, чтобы не слишком замечтаться. Вы получите то, внимание, вы получите то, на что рассчитываете. Вот она, 4 пентаклей. А раздает людям все, что нужно, достаточно необходимо, но никогда не дает лишнего. Эта карта вас уговаривает на скромные запросы, иметь скромные запросы. Проси мало, да, вот есть такой принцип, проси мало. И 2 жезлов рекомендует вам стоять на своем и ни в коем случае не торопиться, представьте, и не позволять вас торопить другим людям. Вас ждет определенный выбор, вас ждет определенные приоритеты какие-то ваши, то есть победа ваших приоритетов над соседними, над чуждыми какими-то. И может быть, вот ради получения желаемого, отдаленной мечты, ради исполнения какой-то отдаленной мечты, вам и нужно сейчас именно помедлить. Скорпиону, какая неделя благополучная, посмотрите, для всех благополучная. Скорпиону карты предлагают жезлы, дела. Будьте заняты работой, причем новая работа, достаточно ответственная, трудная, тяжелая, с продолжительной занятостью, все как вы любите, скорпионы.
новая работа даже может быть. Собственно, 3 раза карты говорят про дела, ответственность, про какую-то благополучную карьерную дорогу. Это карьерный рост, просто успех ваших текущих каких-то вот таких вот профессиональных проектов. Что-то перезагружается, какие-то дела ваши получают второе дыхание. Это так называется, второе дыхание. Вот то, что прежде дремало и не двигалось, тут вдруг задвигалось, и вы можете отправиться в путь. Какие-то отголоски дорог здесь есть, дороги, которые вас зовут, вас приглашают. В общем, неделя для вас обновляющая. Но старший аркан все-таки карта повешенной. То есть вы принимаете на себя благо, ну, например, новую карьеру, новую работу или новый бизнес. Это, безусловно, хорошо. Вы даже сами не будете сомневаться. Однако это будет сильно ваше согласие в этом деле, ваше принятие, это будет сильно ограничивать вашу свободу. То есть вы принимаете на себя крест, принимаете на себя бремя. Ну, что, собственно, так всегда и бывает. Большая занятость, понятно, и крупные дела серьезные. Это то, что свободе не способствует. Для Стрельца какие будут у нас карты? Так, Стрельцу придется переживать, но напрасно. Пустые страхи вам достаются. Пустые страхи из-за денежных и казенных дел. Представляете, прям-таки портрет человека вам карты выдают, который вас напугает. Или, по крайней мере, попытается. На самом деле, Стрельца напугать не так-то просто. Стрельцы одни из самых смелых людей в зодиаке, мы это знаем. Тут прямо-таки вот казенный человек. Ну, в целом портрет вашего начальника. Начальник может придираться, начальник может что-то рядом. Эти 2 карты масти мечей. То есть здесь есть какой-то напор, претензии со стороны другого человека. Человека или организации, я повторяю, все-таки король мечей – это иногда собирательный образ, просто какой-то контролирующей силой. Может быть, какая-то проверка для вашего бизнеса или на работе. И испуг. Короткий, но достаточно яркий, впечатляющий. Король мечей – это всегда портрет человека, с которым вы не можете спорить, которому во всех случаях нужно подчиниться, поэтому его называют начальником. Да, ждите от начальника новостей. А может, новый начальник у вас появится, и вы, конечно, будете переживать, как всегда, какой он будет. Но королева Пентаклей заверяет зато Стрельца, что в деньгах будет все хорошо. Прибыли получите, зарплату вам выплатят, а может быть и премия какая-то будет здесь. Впрочем, вот это вот беспокойная ситуация и вот это чье-то давление касаются, конечно, ваших дел, ваших финансовых интересов. То есть мы здесь практически для вас видим портрет начальника, который почему-то зол и может критиковать или предъявлять претензии, но при этом премии вовремя выдает, да? Пусть все начальники будут такими. Далее Козерог, конечно же. Ну, наконец-то, хоть с кем-то карты заговорили про любовь. Вообще до этого сегодня такого не было. Козерогу кубки. Масть не ваша, но тем не менее. Посмотрите, туз кубков выпадает. Вот за что люди любят туз кубков и ждут его появления в общих гаданиях и тем более в частных раскладах. Потому что туз кубков раздает счастье. Он описывает вам эпизод, когда вы просто на 7-м небе, исполняется ваше желание. А может быть и не желание, может быть это сюрприз такой. То есть небо, люди, вселенная, обстоятельства вас одаривают, на вас
проливается вот та самая Божья благодать. И вот это ощущение счастья каждому приходит в своей обертке, но считается, что туз кубков наиболее щедрый в любви. Это и возможность встретить любовь, и возможность почувствовать ее в себе. То есть, может быть, любовь со стороны другого человека, но, мне кажется, важнее, интереснее это чувство наблюдать в себе, именно у себя. А туз кубков – это некое зарождение чувства, новые эмоции, а иногда и новой жизни, потому что, например, известие о беременности или о рождении ребенка, вообще о пополнении в семье тоже приходит именно с этой карты. Возможно, вы увидите любимого человека после долгой разлуки, или вам предстоит с любимым человеком помириться. Это все очень хорошо. И шестерка кубков практически этому тузу, этой единичке подпевает. Шестерка кубков – это ностальгическая карта. Она говорит, что козерогам предстоит во всех случаях видеть на следующей неделе любимых, приятных глазу, милых сердцу людей. Это может быть ваша поездка к родственникам или к друзьям, которых вы считаете семьей. Шестерка кубков, кстати, это тоже карта возвращений. Возвращается чувство, любовь, взаимопонимание. И это тоже очень в тему в связи с чем? С Венерой прямой, которая наконец-то на свой правильный путь встает, правда? Вот. Не пропустите большой шанс на большое чувство, на большую любовь или на великое примирение вам выпадает. Ну почему бы не раскрыть заранее свое сердце таким-то дарам, правда же? А семерка жезлов здесь немножко зажигает, да, можно сказать, потому что эта карта, представьте, ревности и конкуренции. Если мы говорим про любовь, то, конечно, такое большое чувство у вас сразу активирует и опцию ревность тоже. Представьте, некоторые люди умудряются начать ревновать даже раньше, чем успели влюбиться. Вот какая-то такая история. И карты эти достаточно разные. Семерка жезлов во всем, и в работе, и в любви просит вас максимально верить в себя. Она говорит, что ваши мнимые, конечно, соперники и конкуренты давно и сильно отстали. А вы можете делать все, что захотите, но худший выбор – это не делать ничего. То есть семерка жезлов говорит всегда такую фразу: сейчас любые действия лучше, чем никаких. Прекрасные карты, очень живая неделя. Я думаю, что несколько суховатые рациональные козероги, многие даже расчувствуются, и какие-то слезы счастья здесь я вижу в этих картах. Слезы счастья, знаете, такие ностальгические, сладкие слезы их называют. Для Водолея предстоящая неделя готовит подвиги. Это неделя битвы для вас, Водолеи. Все, как вы любите. Девятка жезлов. Это буквально карта подвига. Она говорит, что Водолею придется потрудиться, преодолеть где-то себя, где-то преодолеть сопротивление обстоятельств, других людей, профессиональные подвиги, рабочие подвиги. Карта советует не останавливаться, карта советует очень много на себя брать, ко многому стремиться. Карта советует, не бояться даже и пострадать в какой-то схватке за правое дело. Эта карта, кстати, сама по себе не конфликтная, но она с пятеркой мечей соседствует. То есть поконфликтовать или обидеться, или почувствовать себя выставленными за дверь придется.
То есть вместе карты дают вот именно такую ситуацию или такое впечатление, что вы как бы одна против всех, что вот вы одна, правая, а все остальные только придираются и напрасно критикуют. Поэтому чаще, конечно, такие карты описывают некую борьбу, некое противостояние на работе, в профессиональных, в деловых вот таких отношениях. Паж мечей концентрирует внимание Водолея на словах. Посмотрите, очень важны будут разговоры, слова, формулировки, правильно заданные задачи, очень грамотно и четко озвученные желания. Вполне возможно, есть такая опасность, есть такая вероятность, что вас не поймут. И тогда вот все ваши подвиги, вот эти вот все усилия как раз касаются доказывания. То есть вам придется доказывать другим людям свою правоту, доказывать, что там именно ваше решение какой-то производственной проблемы самое рациональное и самое верное. Будьте осторожны. Пятерка мечей – ужасно противная карта. Длящиеся, неприятные и бессмысленные конфликты она обещает. Если вы на корню это прекратите и изначально воздержитесь от участия в такой грязной игре, потом себе скажете 100 раз спасибо. Главные слова недели для вас: непонимание, трудности и провокация. Карты для рыб у нас романтика, деньги и благополучие, добродетели, правильнее так сказать. Очень плодотворная со всех сторон ждет вас неделя. Паж кубков, как новое знакомство, как посланник истины и новой любви какой-то. Если решитесь на новое романтическое знакомство в этот период, видите ли, сразу после того, как Венера перестанет быть ретроградной, вернется к своим прямым обязанностям, прямым делам, это знакомство будет безупречное, долгосрочное и очень, например, выгодное, понимаете? Потому что паж кубков, например, вам обещает возможность действительно познакомиться с каким-то женихом, за которого потом уже там сработает туз пентаклей. Можно будет и замуж собраться. Не грех будет и замуж собраться. В целом же туз пентаклей – это просто самая крупная денежная карта в колоде Таро. Многим вашим соседям по зодиаку выпадали денежные карты. Некоторым даже все 3 денежные. Но туз достался именно рыбам. Это исполнение какого-то большого вашего, может быть, главного вашего материального желания. Пожалуйста, не пропустите. Это полученные деньги, грамотно вложенные деньги. И вообще это, знаете, такие вот туз пентаклей, это, образно говоря, какие-то большие серьезные дивиденды от вашего грамотного финансового поведения вот в целом, знаете. То есть это такой собирательный символ, этот туз, благополучия, рассудительности, практичность. И как следствие это дорога в новую, правильную, хорошую жизнь. Ну и карта умеренность, старший аркан, как будто бы закрепляет все вышесказанное, и она говорит, что и любовь придет надолго, любовь придет надолго, деньги придут тоже надолго. Карта умеренность – это знак
добродетели, это знак очень правильного пути. Это, конечно, и совет для вас, милые рыбы, ходить теми самыми правильными путями и делать какой-то добродетельный, правильный, очень честный, а самое главное, очень долгосрочный выбор. То есть вот умеренность – это карта, можно сказать, какая-то экологичная. То есть по умеренности вы не соблазняетесь, например, на разовую короткую прибыль, на какой-то вот такой краткосрочный, сомнительный результат. Но вы смотрите в будущее, вы не торопитесь, вы все делаете честно, правильно, сохраняя собственное доброе имя и позволяя его сохранять другим людям. Неделя очень урожайная, благополучная. Спасибо.